Так, еще раз всем привет. Пару минут прошло, я предлагаю начинать. Меня зовут Костя, я техлид в Hello Lab. В основном занимаюсь бэкэндом, но в последнее время немножко на фронтенд посягаю. И сегодня будет доклад про код, который можно было бы не писать. Доклад, сразу скажу, специфический. Вот вначале нужно сделать чистосердечное признание. Дело в том, что бывают разные доклады. Бывают доклады научно-теоретические, они про теорию, про какие-то научные выкладки. Там все доказывается и подтверждается. Бывают доклады про практику, в которых обычно много кода и много пишут кода. Этот доклад будет немножко другого типа, он скорее будет вот такой. В нем будут маленькие кусочки из других типов докладов, но в общем будет такая мешанина и будет много отсебятины. Кстати, кода будет не очень много, потому что тот код, который бы здесь хотелось показывать, он на слайды не влазит. И, может быть, я чуть позже в каком-то другом виде сброшу код, который можно будет посмотреть на эту тему. Вот. Будут частично мысли умных и талантливых людей, частично мои мысли, будут частично холиварные темы, ну и по результатам, я надеюсь, я буду готов к частично конструктивному диалогу. Так, о чем мы будем говорить? Мы для начала обсудим некоторые интересные и полезные понятия из других инженерных областей, которые мы сможем попробовать натянуть на программирование, если получится. Еще мы перечислим некоторые важные факторы для разработки, для процесса разработки и посмотрим на конфликты у этих факторов. Еще мы немножко поговорим про сложность в разработке и обсудим то, как мы выбираем инструменты, архитектуру и чего нам это стоит, в том числе в плане сложности. И ближе к концу поговорим про более конкретные штуки, немножко посмотрим код, немножко обсудим функции, немножко поговорим про комментарии и, в общем, про тесты. Как-то так. Да, как я уже сказал, сначала посмотрим, что у нас есть во внешнем инженерном мире, такого интересного и полезного, что мы могли бы взять в наш программистский мир. Начнем вот с этой штуки. Это очень интересная книжка. В детстве, когда я еще не успел стать программистом, мне подарили эту книгу, я ее прочитал с большим интересом. Мне далеко не все там было понятно, но было очень интересно. В этой книге автор рассказывает о разных подходах к решению изобретательских задач. Рассказывает он об этом на большом количестве примеров из реальной жизни. И книга, честно говоря, довольно старая, поэтому многие примеры сейчас читаются как устаревшие, но общие принципы и подходы, которые в этой книге излагаются, они до сих пор вполне применимы. Вот. Одна из базовых концепций, которая есть в этой книге, это ИКР. Идеальный конечный результат, как вот на этом слайде написано. Давайте разберем по кусочкам этот термин, что значит конечный результат. Конечный результат подразумевает то, что поставленная задача была решена, в общем, логично. Идеальный результат – это значит, что, опять же, в терминах этой книги, то, что задача решается в рамках существующей системы, или систем, если систем много. То есть в книге это описывается прям как немного такой магический процесс мышления, когда мы представляем, что вот нам ничего не понадобилось менять в существующих системах, и задача решилась практически сама собой.
Понятно, что идеал называется идеалом, потому что он недостижим в реальной жизни, и по-настоящему цель применения этого принципа в том, чтобы при решении задачи делать минимум изменений в существующих системах. То есть в идеале мы не создаем новых систем, мы делаем минимальные изменения существующих. Если нам все же пришлось создать что-то новое, то мы создаем его очень-очень аккуратно и с минимумом движущихся частей, особенно относительно существующих систем, как-то так. Такая инженерная бритва Акама, если слышали про такой термин. Так, примеры, потому что такое довольно абстрактное рассуждение, я попробую чуть конкретнее рассказать. Прямо в этой книге есть такой пример. Представьте, что у вас есть парник, и у этого парника есть крыша, которую нужно приоткрывать, когда становится теплее. Очевидное решение, которое как будто бы на поверхности, это там поставить датчик тепла, поставить подключенный к нему двигатель, который питается электрически. От двигателя идет передача на крышу, и, в общем, двигатель это все поднимает, когда датчик детектит повышение температуры. Но это решение даже сейчас, на самом деле, не очень просто реализовать, особенно когда у тебя много парников. А тогда, когда эта книга писалась, это был прям космического уровня девайс. И получается, такая система намного сложнее, чем то, что она обслуживает. Поэтому автор там предлагает воспользоваться вот этим принципом идеального конечного результата, когда мы стараемся минимум изменений сделать, и там по цепочке рассуждений приходит к тому, что одним из решений может быть, например, пластина из двух видов металла, у которых разная степень расширения, разный коэффициент расширения теплового. И когда меняется температура, эта пластина изгибается в одну или в другую сторону и автоматически как бы открывает или закрывает теплицу. То есть типа супер простое решение без построения сложной системы. Такой пример. Пример, который как бы от меня, я его сам придумал, но я не уверен, что это то, как придумали зарядку аккумулятора, но, как мне кажется, сама идея подходит. То есть вот у нас есть система автомобиль, которая едет, у нас есть система аккумулятор, которая помогает стартовать автомобиль, и у нас есть задача, нам нужно этот аккумулятор заряжать, потому что он, зараза, разряжается каждый раз, когда автомобиль стартует. И вот решение, которое содержится уже по сути в самой системе, у нас в автомобиле и так там нужно электроприборы питать, и мы просто часть энергии, которую вырабатывает автомобиль при движении, пускаем на зарядку аккумулятора. То есть в рамках существующей системы мы решаем проблему зарядки аккумулятора. Примеры из разработки – это React, это позитивный пример. Как я считаю, React в свое время взлетел именно потому, что вот он хорошо подходил под это. Он был максимально простым и очень похожим на то, что уже существовало на тот момент на HTML. Антипример для меня – это ORM, и это прям холиварный антипример, естественно. Тут можно будет много чего писать и рассуждать, но вот как я вижу вообще создание ORM, была задача сделать так, чтобы из кода было удобно общаться с базой. Да, кто не знает, ORM – это Object Relational Mapper, это специальная библиотека, которая помогает из кода приложения взаимодействовать с базой данных. Так вот, задача была в том, чтобы сделать возможность взаимодействовать из кода с базой удобным образом. При этом у базы уже есть свой язык, ну и в коде у нас есть свой язык. Вместо использования существующих языков, существующего языка базы, делается большая настройка со своим подязыком, Domain Specific Language по сути, с массой острых углов и подводных камней, которые, кстати, очень любят всплывать за день до релиза. И мало того, этих надстроек разных ORM много, вот этот подязык у каждой из них свой, то есть это большой-большой зоопарк, который разросся и который люди выбирают постоянно, как у нас всегда бывает, типа более новый, более современный. Вот. С моей точки зрения, это очень далеко от идеального конечного результата, и, в общем, в ORM мы зашли куда-то не туда. Так, выводы. Как я уже сказал, я читал эту книгу в детстве, но сильно позже я сделал для себя
два вывода, когда я пересчитывал из вот этого принципа идеального конечного результата. И эти выводы, как мне кажется, в том числе вот применимы для разработки программного обеспечения. Первый вывод, первая идея в том, что не стоит плодить лишних систем или чрезмерно усложнять существующее, если это не приближает нас напрямую к решению задачи. А второй момент в том, что в процессе создания решения уже полезно держать в голове вот этот вот принцип идеального конечного результата, периодически к нему возвращаться и задавать себе вопрос, зачем я делаю то, что делаю, приближаюсь ли я к результату, когда это делаю. И вот как-то так. Тут, кстати, важный момент, что когда ты закапываешься в задачу, в практику решения задачи, бывает очень сложно вынырнуть на уровень вот этого птичьего полета над задачей и в очередной раз спросить себя, типа, куда я лечу. Но вот глядя на исходный код, в том числе своих прошлых проектов, я точно могу сказать, что это нужно иногда делать. И, естественно, у меня это тоже далеко не всегда получается. Вот. Следующий концепт из других инженерных наук – это отношение сигнал-шум. Signal-to-noise ratio. Он вообще взят из звукотехники, но применяется не только там. В общем, вкратце у нас есть понятие сигнала полезного и есть понятие вредного шума, который мешает. И вот в аудиосигнале, вот здесь на картинке можно видеть, это я записал то, как я говорю слово «привет». Сверху это запись слова «привет» в относительно тихой комнате, снизу это запись, когда на фоне играет музыка. И видно, что уровень шума намного больше во втором случае. Вот соотношение полезного сигнала к уровню шума в этом случае хуже. И интересный момент еще в том, что в разных ситуациях, в зависимости от задачи, один и тот же звук может быть и как сигналом, так и шумом. То есть, например, опять же в случае с аудио, если вы записываете интервью с человеком, то звук поющих птиц на фоне может быть шумом, который мешает вам его слушать. Если вы пришли в лес записывать звуки природы, чтобы себе аудиодорожку для повышения продуктивности сделать, то звук поющих птиц очень даже полезный сигнал, а не шум. В общем, как-то так. Если сильно упростить, то сигнал – это то, что либо помогает решить задачу, либо само является решением, а шум – это то, что мешает, или в лучшем случае, как минимум, не помогает, то есть ненужная, либо вредная вещь. Мне кажется, что вот эту аналогию иногда полезно использовать применительно к коду, просто посмотреть на код проекта и подумать, прям вот эта часть – это сигнал или шум? Она приближает к решению задачи или она, наоборот, мешает, удаляет? Здесь есть много нюансов. Я написал, что важное примечание в том, что это сильное упрощение в контексте применения к коду. Но как такой шаблон мышления, мне кажется, это может быть полезным. И здесь есть примеры того, что мне кажется шумом в коде. То есть применение каких-то сложных паттернов в крохотных проектах я считаю шумом. И, например, использование императивного подхода там, где подходит декларативный. То есть самый банальный пример – это если у вас есть возможность написать for each даже, то лучше не писать for с каунтером, потому что каунтер – это лишняя переменная, которая, в данном случае, по сути, это шум. Она вам не нужна. Так, едем дальше. Здесь поговорим про некоторые важные аспекты, которые, мне кажется, нужно учитывать при разработке. Здесь мы уже возвращаемся в разработку программного обеспечения из тех дисциплин инженерных. Вот. Для начала то, с чего все начинается, с требований заказчиков, пользователей. Эти требования мы делим на функциональные и нефункциональные. Функциональные обычно с разной степенью детализации расписываются в спецификациях и мокапах, и они про то, что должен делать продукт. Нефункциональные, они обычно подразумеваются, хотя в особо сложных проектах и их в спецификации записывают. И нефункциональные требования описывают, как продукт должен работать в плане качества, в плане ожиданий от задержек каких-то, в плане багов,
количество багов на единицу времени, с которыми сталкивается пользователь. В общем, такие штуки. Ну и здесь описаны примеры функциональных, нефункциональных требований и описано, что происходит, если они не выполняются. То есть, если функциональные требования не выполнены, то, по сути, мы не сделали проект. Если нефункциональные требования не выполнены, то люди начинают возмущаться и говорить, что сделано было что-то все равно не то, хотя вроде бы функционально все ок. Так. Это был такой первый важный критерий, наверное, самый важный, потому что, как я уже сказал, с него все начинается, и если этот критерий не выполняется, то как бы проект мы не сделали. Следующий аспект тоже очень важный, сроки, он очень холиварный, очень на самом деле сложный, один из самых сложных, как мне кажется. Здесь написано, что вот да, масса факторов на него влияет, и очень сложно спрогнозировать это. Куда-то съелась буква «И», похоже. Ну да ладно. Да, и здесь в такой шутливой форме расписаны подцели этого критерия. То есть нам нужно установить сроки. Кстати, да, это довольно бывает долгий процесс, особенно на сложных проектах, запутанный. Попытаться сформулировать, сколько займет времени задача. Попытаться уложиться в эти сроки, потом объяснить, почему не получилось. Здесь это очевидно шутка, но с долей горечи, потому что действительно сложно состимировать сроки и сложно их соблюсти часто. Вот. Но да, фактор очень важный, его нужно учитывать. И третий фактор, про который я сегодня хочу поговорить, это качество кода. Этот фактор важность этого фактора очень сложно объяснить заказчикам и пользователям, потому что это как будто бы про разработку и про нужды разработчиков, а не про нужды бизнеса и пользователей. Но практика показывает, что этот фактор можно вычеркнуть только в случае, если вы пишете какой-то маленький MVP-проект, код которого гарантированно не будет использоваться дальше. Тут можно посмеяться, потому что есть куча примеров, когда код MVP брали и использовали в реальных проектах, но это уже, да, можно отдельно обсуждать. И в остальных случаях, когда это не MVP, когда этот проект будет развиваться, предусматривается, что он будет развиваться, что он будет меняться, этот фактор очень важный. Причем он важный как в процессе разработки, так и даже после завершения, потому что, во-первых, завершение разработки – это довольно эфемерное понятие, то есть вроде бы мы закончили проект, но клиент через полгода захотел что-то в нем поменять. И, во-вторых, потому что, даже если наша команда закончила работу над проектом, это не значит, что дальше над ним не будет вестись работа какими-то другими командами. Опять же, имеет смысл позаботиться о братьях-программистах. Да, и вот здесь описаны как бы более детально под аспекты этого пункта. Это то, с какой легкостью мы можем вносить изменения, и изменения нужно вносить по разным причинам, которые здесь описаны. И еще один важный момент, как мне кажется, который я прям очень хотел вынести отдельно, и про который не очень часто говорят напрямую, это то, насколько легко будет подключить к проекту другого разработчика. То есть, почему, мне кажется, это важно вынести отдельно, потому что, эти вещи часто происходят непрогнозируемо, то есть человек заболел, человек уволился, человек решил заняться фронтендом вместо бэкэнда и ушел, или просто решили расширить команду разработки. То есть сплошь и рядом бывают ситуации, когда на проект приходят новые разработчики, и им нужно разобраться. И я считаю, что качество кода напрямую влияет на то, как быстро эти люди смогут начать работать с проектом. Для того, чтобы облегчить им работу, все на самом деле понимают, что надо делать. Нужно писать максимально понятный и простой код, использовать только общепринятые и общеизвестные подходы, шаблоны, фреймворки и прочее. В идеале еще нужно писать документацию и комментарии, но это чаще всего не работает.
Причем далеко не только потому, что программисты ленивые и не хотят писать документацию, но еще и потому, что из личного опыта я могу сказать, что документацию никто не читает, даже если она есть. А вторая проблема в том, что даже если документация есть, она очень часто отстает от проекта, и в реальных условиях держать документацию актуальной очень-очень сложно. Поэтому, в общем, имеем, что имеем. И, кстати, все эти вещи очень важны, в том числе для облегчения жизни код-ревьюверу, если он есть. Так что надо учитывать. Так, про этот фактор тоже поговорили. Да, получается, у нас есть... Я здесь описал 3 фактора. Есть другие критерии, например, там сложность деплоя, сложность проверки системы, то, насколько легко будет определять проблемы после запуска. Мы здесь про них говорить не будем, здесь мы говорим про 3 пункта. Это вот требования, формальное, неформальное, про сроки и про качество кода. И вот этот пункт, который сейчас вы видите на слайде, он про конфликты между этими штуками и противоречия. Кстати, если вернуться на пару шагов назад, то вот как раз в той книге про решение изобретательских задач, изобретательские задачи, они, как правило, вытекают из конфликтов и противоречий. То есть в системе есть противоречия, которые нужно решить. И вот здесь как раз очень похожая ситуация часто бывает. То есть между вот этими аспектами разработки есть противоречия и конфликты. Примеры таких конфликтов вот сейчас можно привести. Например, да, кстати, вот парадоксально, между функциональными и нефункциональными требованиями часто бывают конфликты. Например, у вас есть какая-то суперсложная пользовательская форма с кучей полей и со сложным флоу, и вы ее сделали, и функционально у вас все хорошо. Но она получилась настолько сложной, что что-то все время ломается. То на клиенте, то на сервере. Там API, которая поддерживает эту форму, настолько сложная и неповоротливая, что выдает ошибки. Это вот пример того, что конфликт между функциональным и нефункциональным требованием. Очень частые конфликты между сроками разработки и легкостью изменений в коде последующей. Потому что, здесь понятно, типа мы быстро накидываем какой-то проект, накидываем как накидываем, получается не очень красиво, не очень архитектурно, и потом пытаемся что-то менять, и чтобы поменять цвет кнопочки, нам нужно там неделя времени разработчика. Ну и вот третий момент, который здесь упомянут, это очень хитрый конфликт. Казалось бы, если код качественный, вот по каким-то общим критериям, то его должно быть и легко изменять, и легко онбордить новых людей. Но это не всегда так работает, потому что код может быть легким в понимании и в обслуживании для одного человека, но для другого человека, который в глаза не видел там эти подходы, фреймворки и архитектуру, это будет неподъемная тяжесть, на которую он убьет месяц, и, в общем, этот месяц уйдет не туда, куда бы хотел заказчик, например. В общем, да, есть вот эти факторы, между ними есть конфликты и противоречия, и балансировать эти факторы – это такой, я бы это сравнил с жонглированием на многомерном балансборде. Как-то так. Давайте теперь поговорим про сложность в коде. Немножко прыжок в сторону, точнее вглубь пункта про качество кода. Есть такой человек, точнее был, к сожалению, его звали Фред Брукс. Он архитектор, разработчик, ученый, в общем, очень титулованный человек. Он работал когда-то в IBM и написал даже книгу, которая называется «Мифический человек и месяц». Вы, может, слышали про нее. Еще в 80-х годах он писал о 2 видах сложности, которые возникают при разработке программного обеспечения. Есть странное слово, знаю, сущностная сложность, essential по-английски. Это сложность, которая заложена в самой задаче. Мы никуда от нее деться не можем. Она будет с нами просто по факту того, что нам такую задачу поставили. Банальный пример – это вот та же суперсложная форма, которую просто нужно сделать. Или, например, если брать там какую-то систему на бэкэнде, то это какая-то распределенная система доставки нотификаций миллионам пользователей, которая должна работать в реальном времени. То есть само описание задачи подразумевает очень-очень большую сложность системы.
как я уже сказал, здесь мы ничего сделать не можем, эта сложность будет с нами жить, пока мы разрабатываем проект. Но есть и случайная сложность, это сложность, которую мы сами вносим тем, что выбираем неподходящие инструменты, тем, что допускаем ошибки при использовании этих инструментов и технологий. И вот с этой сложностью по возможности можно и нужно бороться. И здесь опять же хотелось бы сказать, что из моего опыта очень легко вот эту случайную сложность привнести в проект, прям очень легко, не подумав. И бывает очень сложно ее потом оттуда выпилить. И в этом плане вот есть хороший критерий, мне его когда-то один мой коллега подсказал. Критерий такой, что если вы берете, ну да, в чем-то похоже, пишут в чате, что случайная сложность — это про то, как из мухи сделать слона. В общем, если вы привносите в проект новую технологию, очень хорошее упражнение мыслительное подумать о том, как эту технологию через, там, например, год после того, как весь проект ей пропитался, насколько легко эту технологию будет выпилить и заменить на другую похожую. Если это будет неимоверно тяжело, то, наверное, вы вносите в проект такую сложность, которая потом может выстрелить вам в ногу. Вот такой пример. Да, вот еще хотел поговорить про цену. Опять же, в чем-то можно сказать, что это абстрактная цена, но она зачастую выражается в конкретных деньгах. Ну, изначально в днях, а потом и в деньгах тоже. Цену кода. У кода есть цена. И чаще всего все говорят про цену написания кода, но все намного сложнее. Помимо того, что код нужно написать, его нужно проверить. И это тоже время и, ну, соответственно, деньги. Код нужно поддерживать в работоспособном состоянии. Код нужно изменять. Когда мы работаем с кодом, поддерживаем, изменяем, нам нужно разбираться в этом коде. То есть программисту нужно сесть и загрузить в голову, так сказать, ментальную модель проекта. И делать это нужно, как вот здесь сказано, как новому разработчику на проекте, так и самому разработчику, который это все писал, там, через буквально месяц. И особенно если система сложная, то, может быть, даже и через 2 недели, если вы переключились на какой-то совершенно другой проект. И, соответственно, то время, которое вы тратите, в том числе на то, чтобы опять загрузить в голову всю вот эту структуру проекта и начать с ней эффективно работать, это тоже цена определенная. И вот мне кажется, что само это понятие цены кода, что каждый кусок кода, который вы добавляете в проект, он несет за собой определенную цену. Это тоже важно держать в голове. Это все не бесплатно. Так, сейчас будет немножко такой сложноватый пример, наверное. В общем, можно себе представить такую условную шкалу от простого к сложному, там, технологических решений, которые мы можем использовать. И вот здесь для примера взят веб-сайт. То есть представим ситуацию, что к вам приходят и говорят: сделай мне веб-сайт. Вот прям выбери технологии и сделай. И у вас есть вот шкала вариантов типа от простого к сложному. Причем здесь под простотой и сложностью подразумевается именно реализация. И вот вы смотрите, какие на этой шкале есть варианты, и думаете. И вот, наверное, ближе всего к идеальному конечному результату то, что максимально близко к простоте. То есть вот там самое близкое здесь, условно говоря, это SaaS, то есть Software as a Service. И если у вас уже есть похожее решение, которое продается там за определенные деньги как сервис, то проще всего взять, там, настроить клиенту это решение и отдать. Это как бы прям совсем близко к идеальному конечному результату, потому что вы никаких новых систем не делали, да и существующих изменений минимум. Ну и дальше идет по нарастающей сложности. В чем проблема обычно вот этих простых систем, в чем здесь балансировка того самого многомерного балансборда? Она обычно в том, что требования пользователей не все можно реализовать. Какие-то вообще нельзя, какие-то оказывается, что очень сложно. Самая мерзкая ситуация — это когда вы делаете на этой штуке уже какую-то систему, которая заработала, начала крутиться, и выясняется после полгода, через полгода после использования, что нужно добавить какую-то вещь, которая не поддерживается вот этой платформой, которая лежит в основе системы. И тогда нужно все выбрасывать и делать с нуля. Но опять же, и в случае с SaaS
может оказаться, что типа вы настолько быстро все настроили, что это даже не слишком большие издержки. Но вот здесь есть пример Platform as a Service. Это как раз вот штуки типа Firebase, типа Amplify, и вот у них есть очень большой риск того, что вы возьмете это, и вы наткнетесь на какую-то мелочь, которая сделает вам дырку в голове и вынудит вас либо писать какие-то жуткие обходные пути решения проблемы на пути к тому, чтобы... Да, Amplify какашка пишут в чате. Для того, чтобы прийти к требованиям, которые выдали пользователи, вам придется вот либо писать какие-то жуткие костыли, либо уходить от этой штуки и писать что-то с нуля по-другому. Ну и опять же, это мы говорили про простую часть шкалы. А сложная часть шкалы — это у нее своя специфика, то есть это вещи, которые, наверное, максимально гибкие, с помощью которых можно удовлетворить любые требования заказчика, но они требуют колоссального количества усилий для разработки, они требуют очень высокого уровня инженерной культуры для того, чтобы это все не разваливалось, и, в общем, больших вложений. То есть, как я уже сказал, это вот такая балансировка, то есть вы выбираете и балансируете, в какую сторону вам лучше, в какую сторону вам ближе. А сейчас я хочу к чуть более конкретным вещам переместиться. Это вот такая же шкала, просто сложно, но на примере кода одной фичи. То есть вот у вас есть какая-то фича, здесь на самом деле не важно какая, которую вам нужно написать. Какие у вас есть вообще варианты, подходы, там, архитектурные шаблоны для того, чтобы заниматься разработкой. Я сразу хочу здесь сказать, что те вещи, которые ближе к простой части спектра, они зачастую могут звучать негативно, но это не значит, что они не подходят никогда. Вполне есть ситуации, когда накопипастить тут и там код или даже написать там многотысячный файл кода, хотя с многотысячным файлом кода я, наверное, погорячился. Но в общем, в некоторых случаях эти подходы очень даже ничего. Готовый сторонний модуль, почему нет? Код с GitHub, почему нет? Опять же, нужно учитывать трейд-оффы, нужно учитывать, чем вы жертвуете, когда вы берете незнакомый код, в который вы не знаете, как работает, или когда вы берете модуль, у которого 400 модулей в NPM-зависимостях, нужно понимать, что вы делаете. Но, как я уже сказал, если вы пишете какой-то маленький MVP или свою какую-то консольную утилиту маленькую, то взять, даже покопипастить какие-то вещи в процессе разработки, особенно до того, как вы там это куда-то релизите, почему нет? Ближе к середине вот здесь этого спектра лежат вещи, которые, как мне кажется, имеют смысл практически всегда, то есть, осмысленные имена переменных, понятно. Do not repeat yourself почти всегда имеет смысл. Предпочтение декларативного подхода, тут уже такое, я допускаю, что можно взять технологии, где вам быстрее будет писать императивно. Опять же, по каждому подходу, с моей точки зрения, нужно смотреть, какие задачи этот подход помогает решать, какие проблемы он при этом создает. Вот прям буквально задавать себе вопрос, как выбранный инструмент поможет мне добиться решения задачи X. И, банальный пример вот про 2000 строчек файл, это опять про баланс. С точки зрения сроков разработки, мне очень быстро будет разрабатывать, накидав файл 2000 строчек. Я докидываю, нормально работает. Что произойдет, если надо будет что-то поменять? Что со мной сделает разработчик новый, который придет на проект? А если он узнает, где я живу, что будет? Вот такие вопросы важно себе задавать. По поводу имен переменных, кстати, тоже трейд-офф, тоже балансировка. То есть явно нам нужно затратить умственные усилия и потратить больше времени, чтобы придумать хорошие имена переменных. Иногда это прям серьезная головная боль, ты сидишь и думаешь, так как же тебя назвать, так, чтобы было понятно. То есть срок как бы распухает, но вполне может быть, что поддерживать такой код будет сильно проще, и человек, который придет на проект после вас, скажет большое спасибо.
Инструменты вот в верхней части спектра здесь, с ними надо быть осторожнее, потому что они, как правило, сильно замедляют разработку, очень сильно. Тут нужно много думать, много писать, как правило. Упростят ли они внедрение изменений потом? Вопрос. Зависит от проекта, зависит от того, как вы их используете, эти инструменты, зависит от того, правильно ли вы предусмотрели, куда система может меняться. То есть с большой сложностью приходит большая ответственность. Тут опять же очень полезно задавать себе вопросы в стиле: завтра придет на проект джуниор-разработчик, смогу ли я этому разработчику за несколько дней объяснить, как работает вся система, так, чтобы он мог успешно делать в ней изменения. Вот во всю эту выстроенную архитектуру мной. А если я заболею на неделю, когда пришел джуниор-разработчик, что будет? И я точно могу сказать, я чуть позже приведу пример, что когда горящие сроки на проекте, то очень большой соблазн пойти в обход архитектуры, начать нарушать правила архитектуры, и все вот эти штуки из сложной части спектра, они начинают сами с собой рассыпаться, к сожалению, под воздействием требований реального мира. Вот. Еще один момент хотел здесь сказать. Если вспомнить про шум-сигнал, то, что мы вначале обсуждали, когда используешь вот эти сложные инструменты, навороченные архитектурные паттерны, можно часто незаметно загнать себя в ситуацию, когда 90% кода приложения обслуживают архитектуру приложения вместо того, чтобы решать задачи. И с точки зрения задач бизнеса в этом случае там 90% кода — это шум. Опять же, это упрощение, это условность, но вот я об этом иногда люблю так думать. Так, пример из жизни как раз то, что я хотел рассказать. Пример на самом деле довольно банальный. Пример про конфликт между желанием сделать все правильно архитектурно, красиво и требованием к скорости внедрения изменений, скорости разработки. Ситуация была такая: разработка серверного приложения, еще, по-моему, на PHP, это приложение, его планировали продавать корпоративным клиентам. И в основе архитектуры лежала сложная иерархия классов, многоуровневое наследование, полиморфные методы. В общем, много страшных слов, страшных понятий. В зависимости от типа клиента создавался отдельный набор объектов, в котором вот эти полиморфные методы там выполняли специфичный функционал для разных типов клиентов. И мне этот проект достался там от предыдущего разработчика, кстати, опытного разработчика, который всю эту архитектуру придумал и описал. И я столкнулся со странной особенностью работы этой системы для одного из клиентов. И это была моя задача — распетлять, что там происходит, что за баг. Я разобрался во всей этой архитектуре. Это было довольно не быстро. Сейчас, пардон. То, что я разобрался в архитектуре, никак не помогло мне понять, в чем баг. Я там начал отлаживать. И в одном из методов самого-самого низкоуровневого класса я обнаружил условие. Сейчас я вам его покажу. Ну, это примерно, это как бы перефразировано на JavaScript, но, в общем, вот в этой сложной иерархии классов, в которой теоретически объекты создавались там на верхнем уровне применительно к конкретным клиентам, на самом-самом низком уровне, в одном из там служебных объектов, служебных классов, был код, который просто привязывал кусок логики к клиенту по захардкоженному имени прямо в коде. Самое интересное, что этот код написал тот же разработчик, который писал всю эту сложную архитектурную систему. И написал он его потому, что у него была, опять же, какая-то быстрая задача, которую нужно было решить супер-супер срочно и прямо сейчас выкатить на прод. И вот под давлением обстоятельств он написал вот это условие и закоммитил его в репозиторий, задеплоил. По факту это ломает всю архитектурную концепцию. То есть, все, смысла в коде, который писался до этого, он какой-то остается, но, в общем, привело это к тому, что посчитайте трату времени человека, который занимался всем этим, проектировал эту архитектуру, меня, который в этом разбирался. Я тогда был намного менее опытный, но тем не менее. Куча времени потрачена, в общем, понятно на что, но непонятно зачем. Плюсы, возможно, они есть, но как будто бы они сомнительны. Такая вот история. Еще один пример, он более абстрактный, он не совсем про наш мир, в смысле не про JavaScript разработку, это из Java мира, я этот пример люблю приводить.
не из моей практики. Этот пример много обсуждали в свое время в англоязычном интернете, как это встроенный класс из одного популярного Java фреймворка, который называется Spring. В общем, прикол в том, что в названии этого класса каждое слово про обслуживание архитектуры проекта, абстрактной архитектуры проекта. Здесь нет ни одного слова, которое относится там, к доменной области, хотя бы потенциально, к решению каких-то конкретных задач, там, я не знаю, к копированию файлов на диске, к сложению чисел, еще к чему-то. То есть этот файл чисто про обслуживание архитектуры. Я допускаю, что это круто выглядит, это окрыляет такие вещи. Очень прикольно забраться на такой уровень абстракции, из которого не видно там вот этих всяких байтиков скучных. Но по факту, как бы, зачем? Представьте себе пропасть между вот этим методом и реальным фактом, точнее, между классом и реальным фактом того, что вам нужно там, например, товар в корзину добавить. Такие дела. Так, я сейчас буду немножко торопиться, потому что я чуть медленнее рассказываю, чем я ожидал. Извините заранее. Про функции, точнее про их размер. Есть такой человек, Uncle Bob, Роберт Мартин. Он считает, в одной из своих лекций он рассказывает, что функции нужно делать как можно... Да, тавтология будет. Как можно более маленькими. То есть нужно уменьшать их, потом еще уменьшать, пока совсем ничего не останется. Точнее, как он это описывает, пока функция не начнет делать одну вещь, а когда его спрашивают, что значит, что функция делает одну вещь, он говорит, это значит, что из функции ничего нельзя уже убрать. То есть такое немножко рекурсивное определение рефакторинга. Рефакторим, пока есть что рефакторить. Более конкретно, он там как-то упоминал про 5-10 строчек, и вроде бы я даже слышал, что меньше лучше, но я не смог найти, поэтому врать не буду. Вот, это один взгляд на размер функций, на то, как их нужно рефакторить и к какому виду приводить. Есть другой человек, которого зовут Джон Кармак. И это чувак из ID Software, который когда-то игры Doom и потом Quake разрабатывал. Он считается одним из самых крутых программистов на планете Земля, по мнению многих других программистов. У него немножко другой взгляд на идею функций, то есть вот он считает, что иметь какой-то длинный блок кода, который описывает процесс, слитный процесс, это нормально. Выносить код в одноразовые функции просто для того, чтобы разделить код на блоки, это вредно. Одноразовая функция имеется в виду, что вы эту функцию вызовете только из одного места. То есть вы разбиваете код просто, чтобы он не был там длинным, а не для того, чтобы переиспользовать. А те функции, которые нужно переиспользовать, он считает, что их, я написал здесь по возможности, но он считает, что очень важно их делать чистыми, для того, чтобы уменьшать количество багов. И вот в этом споре я скорее на стороне Джона Кармака, потому что, пример, с которым я с такими примерами сталкивался довольно часто, когда вот на бэкэнде разрабатывал. Часто есть необходимость описать какой-то процесс слитный. В данном случае это, например, экспорт данных компании. То есть мы получаем данные компании, потом мы получаем какие-то настройки компании, потом мы получаем клиентов компании, мы для каждого клиента что-то выгребаем. В общем, такой процессинг данных, data processing pipeline, если так по-английски попробовать это выразить. Там между этими вызовами может происходить еще какие-то дополнительные действия по фильтрации полей этих штуковин. И нюанс в том, что все эти вещи, они строго одноразовые. То есть вот нам конкретно в этом случае нужно с использованием вот этих методов там, получения данных, опять же, пример синтетический, здесь с точки зрения качества кода много вопросов, но суть не в этом. Суть в том, что вот такой пайплайн для процессинга данных, он довольно часто встречается, и он может быть довольно длинным, он может быть там и сотня строчек. Нужно ли такой пайплайн разделять на функции просто для того, чтобы разделить его на функции? Раньше я, 10 лет назад я бы сказал, что да, но у меня не было, наверное, ответа почему. Сейчас я считаю, что нет. Сейчас я считаю, что нужно выносить функции, вот как опять же сказал Кармак, повторяющиеся вещи, причем по возможности в чистые функции. А вот такие пайплайны, функции, которые что-то лопатят, их вполне можно оставлять длинными. Главное, опять же, писать понятный код. Я допускаю, на самом деле, это может звучать как ересь, но это один из случаев, когда я считаю, что допустимо использование комментариев как описание блоков
кода, того, что происходит в следующем блоке. Хотя в целом, сейчас мы еще чуть поговорим про комментарии, в целом, в общем, такие комментарии я не очень одобряю. Вопрос в чате. Fetch for Company — это тоже отдельный метод получается. Ну, Fetch for Company в данном случае это метод, который мы вызываем там на переданной зависимости в эту функцию, да. Это отдельный метод, но это метод, который явно переиспользуется в других местах программы. Как я уже сказал, пример такой немножко синтетический. Речь идет о том, что сам вот этот процессинг там с какой-то фильтрацией полей, что вот его разносить на функции не очень имеет смысла. Так, извините, побегу дальше. Как раз про комментарии. Виды комментариев, которые встречаются, здесь явно не все, я просто так то, что вспомнил, описал. То есть это вот комментарии в стиле «Капитан Очевидность», это когда мы описываем просто все, что происходит в коде. Если вы пишете книгу «Как вкатиться в JavaScript на easy», или если вы помогаете очень любимому человеку разобраться в программировании, или если вы готовите доклад про важность комментариев в коде, то, ну, нормуль. В остальных случаях я бы такое не использовал. С моей точки зрения, это как раз пример шума, потому что вы, по сути, просто дублируете то, что происходит слева, вы дублируете это же справа. Ну и плюс, да, лучше писать комментарии на английском, если даже пишете. Следующий пример комментария чуть хитрее. Здесь на самом деле это большая тема, здесь речь про контракт. Контракт в широком смысле — это когда мы описываем какую-то договоренность, в данном случае договоренность про вызов функции. И такие контракты намного лучше описывать, если есть возможность, описывать не в комментариях, а в самом коде. Почему? Потому что есть несколько причин. Во-первых, в комментарии можно ошибиться, и вы это не заметите. Вас никак не поправит ни интерпретатор, ни компилятор, если он у вас есть. Потом причина 2 – это то, что со временем код может меняться, комментарии могут забыть поменять, и комментарии начнут врать. И это вдвойне неприятно, потому что человек будет опираться на информацию в комментарии, а комментарий будет не соответствовать правде. Ну и банальный момент в том, что такие комментарии очень сильно увеличивают просто размер файла, а размер файла – это то, что не стоит увеличивать без причины, с моей точки зрения, опять же, к вопросу про шум. Можно для сравнения посмотреть, как в TypeScript можно описать примерно то же самое, разве что из улучшений можно было бы еще user ID вынести в кастомный тип. Но в принципе вот здесь просто название метода чуть более говорящее, название параметра и тип параметра описан, тип возвращаемого параметра описан, и вроде как не так уже нужны эти комментарии про то, что функция принимает, что возвращает и что она значит. Так, это комментарий, на самом деле, разновидность первого комментария, то есть тоже детальное описание того, что происходит внутри. Иногда бывает полезным, но по тем же причинам, которые я только что озвучивал, такие комментарии я бы использовал только если прям какой-то супер хитрый алгоритм там используется, нестандартный. Вот у Кармака там был один хитрый нестандартный алгоритм, и там явно такой комментарий имеет смысл. А если это что-то, что более-менее можно описать кодом, переписав код понятнее, то лучше описать кодом. Как я уже сказал, по тем же причинам. Комментарии могут врать, они могут ошибаться, и вы это никак не проверите. Еще один тип комментария вот такой. Тут у меня личная боль, потому что я такие комментарии люблю использовать, и в моем исполнении этот комментарий обычно значит то, что очень хотелось сделать хорошо, но сейчас не было времени, и я обязательно к этому вернусь. И потом, естественно, времени вернуться не хватает. Стараешься с этим бороться, но сложно. Наверное, самый правильный вариант – это выделять время, час в день, такие комментарии разбирать и, в общем, чинить то, что ты в них написал. Да. Один из немногих комментариев, которые я считаю очень-очень полезны, это ссылки на внешние какие-то описания API. То есть, если вы используете какие-то внешние, как я уже сказал, контракты в широком смысле, то вот такой комментарий очень поможет в будущем человеку, который будет разбираться, что происходит. И еще один пример похожего комментария, это, например, не ссылка, а указание номера тикета в Jira, в ClickUp.
чтобы помочь человеку разобраться, какая внешняя сущность как бы влияет на эту штуку. Вот. Так, про тесты. Успеваем только в общем поговорить, как я и ожидал. Да, ссылки на Stack Overflow рулят. Первая мысль. Тесты — это тоже код со всеми отягчающими обстоятельствами. Тесты требуют времени на написание, времени на проверку и на отладку, времени на изменения. В тестах могут быть ошибки, и тут можно подумать про написание тестов для тестов, и это превратится в бесконечный рекурсивный процесс. Тесты вызывают очень большую инерцию иногда на внесение каких-то изменений в код. То есть, например, нам нужно срочно что-то починить, какую-то мелочь мы починили, и у нас теперь 33 теста падают, а нам нужно срочно зарелизить на продакшн. И опять получается этот конфликт между типа прекрасными замками, в которых хочется жить, и долбанной реальностью, которая говорит: давай коммить. Вопрос в чате: fast inverse square root. Да, про Кармака, это как раз про этот самый алгоритм. Вот, если у вас есть сложный алгоритм, выносите его в маленькую функцию чистую и комментируйте, что вот здесь написана такая-то упоротая манипуляция битами. Вот такой комментарий будет очень полезен. Так, дальше про тесты. По поводу того, что тесты показывают. Если тест упал, он показывает, что у нас, скорее всего, ошибка в коде. Если тест прошел, он говорит только о том, что вот этот тест-кейс у нас прошел. К сожалению, так. Он не говорит о том, что код правильный. Это надо помнить. Покрытие тестами указывает только на то, что тесты пробегают весь ваш код. Оно не указывает на то, что в коде нет ошибок. Это тоже очень важно понимать. End-to-end тесты и даже некоторые интеграционные тесты могут работать очень долго на больших проектах, особенно когда их много, этих тестов. И это тоже надо учитывать. У меня была ситуация, когда на одном из проектов был целый environment для тестов из реально большого количества физических машин, потому что одна машина не справлялась с пайплайном тестов в приемлемое время, и все равно это там был час времени. Очень важно периодически спрашивать себя, какую часть системы я пытаюсь проверить этим тестом. Тут к вопросу про моки, чтобы мы не тестировали моки, чтобы мы не тестировали внутренние зависимости, внутренние устройства зависимости, чтобы мы не тестировали внутренние функции, Node.js или React, и не тестировали операции JavaScript, операторы типа плюс и так далее. То есть тестировать то, что имеет смысл тестировать. И тесты про контракты, то, что здесь написано, тесты очень хороши в качестве гарантированно достоверной документации контрактов. То есть тесты не будут врать, в отличие от комментариев или от документации, если возвращаться к документации. Соответственно, если у вас в end-to-end тестах хорошо прописаны контракты в случае с end-to-end тестами с пользователями, то вы знаете, что эти контракты соблюдены гарантированно, потому что тесты на них работают. Интеграционные тесты описывают контракты с API, вы знаете, что эти API-ручки у вас работают. Юнит-тесты описывают контракты с функциями, вы знаете, что это у вас работает. То есть с моей точки зрения очень большая польза тестов именно как такая разновидность документации для кода, которая всегда правдивая. Если комментарии это тоже код, то тогда они стают более надежными. Не очень понимаю вопрос. Если можно, перефразирую, пожалуйста. Сейчас я резюмирую и потом еще попробую успеть на вопросы поотвечать. Полезные вопросы, которые себе нужно иногда задавать, здесь перечислены. Наверное, нет смысла их озвучивать голосом, потому что, в принципе, в том или ином виде я их проговаривал в процессе. Последний вопрос, это, наверное, то, почему так доклад называется, это вопрос, можно ли не писать тот код, который я прямо сейчас пишу. Вот такой, может быть, странный вопрос для программиста, потому что наша работа вроде как писать код, но мне кажется, очень важный вопрос, который можно себе задать, можно ли не писать какой-то код. Все, спасибо за внимание. Извините, что под конец получилось немножко скомканно. Если у кого-то есть вопросы, я могу попробовать поотвечать.
Вот здесь задают вопрос, что комментарии могут содержать код, который интерпретатор может запускать или компилятор компилировать, или, да, например, в Rust. Да, действительно, если у вас есть какие-то метаданные в комментариях, которые могут проверяться интерпретатором или компилятором, то тесты вполне себе могут быть такой же проверкой, там, например, контрактов. Опять же, я не сказал про JS-Doc в свое время. JS-Doc это был единственный нормальный вариант описывать контракты функций, там типы, например. И, JS-Doc, если вы пишете на чистом JavaScript, естественно, тоже есть смысл использовать. По поводу того, что JS-Doc устарел, да, полностью согласен, там есть куча проблем, куча всего не хватает, постоянная зубная боль, когда его используешь, потому что мне иногда приходилось его использовать. Там действительно сложно описывать сложные типы. Пардон за тавтологию. Так, вроде все. Спасибо всем, что пришли. Был рад рассказать это все. Всем хорошего дня. Пока-пока.